Всем привет, друзья! На нашем канале вы могли видеть новогодние видео про локдаун Need for Speed Unbound. В них я играл без конкретных задач. А сегодня у нас будет 3 цели. Дойти до S+ класса, взять мотоцикл в аренду и успеть на первый эвакуационный грузовик. Будет интересно. Погнали! Ну что ж, друзья, переходим в игру. Нажимаем кнопочку play и выбираем локдаун. Вот. Будем выполнять цели, так сказать, по мере прохождения. У нас, напомню, 3 цели. Успеть на первый грузовик в любом из заездов наших локдаун. Взять в аренду мотоцикл. Это тоже будет как цель считаться, потому что, ну, как вы знаете или не знаете, можно взять в аренду мотоцикл и на нем спокойненько кататься. Так, начинаем с Б-класса. Здесь я возьму, наверное, Nissan Skyline, потому что он по характеристикам самый быстрый, самый лучший. Да, и продолжим. Третья цель у нас будет это дойти до S+ класса. Начинаем мы с Б-класса и должны закончить S+ класса. Ну что ж, и вот начинаем. И да, хочу подметить, если вы... Show me what you got. I got no time for losers. Да, продолжу. И если вы попадете в этот ролик, то бишь вдруг будете играть со мной, и потом смотреть этот ролик, обязательно дайте знать об этом в комментариях. Вот. Но если же вы не попали, так скажем, в ролик, тоже пишите комментарии. А со мной играет мощный игрок. Он уже деньги забрал. Стоп, а откуда там их столько много? Вроде же там показывается, что только один ник. Откуда там еще какие-то там игроки? Откуда они взялись? Ну, вот вы видите, там в моменте на миникарте 2 игрока. А у меня написан только один в списке. Вон. Ли 025. А все остальные игроки, они, вон, там еще какие-то игроки ездят, но они не написаны. Итак, на карте у нас пока что нету ни одного мотоцикла, но зато у нас есть тачки то есть А класса, что поэтому мы можем просто поехать и забрать ее. Тогда у нас будет локдаун. Тогда у нас будет, так сказать, быстрее скорость. А значит, будет быстрее и мощнее. В общем, если вам интересно, вы долгий подписчик нашего канала, то есть долго подписаны на нас, то, скорее всего, знаете, что у нас есть новогодняя традиция выпускать ролики по локдаун с 2 спикерами. Да, вы, если подумаете, что мы их перестанем снимать из-за того, что мы пройдем до S+ класса этот локдаун, нет, мы их снимать не перестанем. Будем также точно снимать ролики про локдаун зимой, потому что эта новогодняя традиция будет присутствовать всегда. Она идет уже 2 года. Кстати, не могу не упомянуть то, что нашему каналу исполнилось как раз таки 2 года. Мне YouTube прислал уведомление, что моему каналу 2 года. Вот. Играю, если что, я Паша. Я не представился в начале, но как бы... играю я Паша. Блин, я пока поехал деньги забрать, тот чувак забрал мою тачку. Нет, это что-то прям как-то жестко. Не пойдет. Сейчас надо как-то разойтись, потому что если я не заберу тачку, тогда потом будет плохо. Потому что от копов, кроме того, что тачка будет быстрее, мне от копов просто на Б-классе невозможно выходить. А тем более уж догонять грузовик. То есть эвакуационный грузовик, чтобы, так сказать... Опаня. Только я сказал, что нам будет тяжело уходить от погони на Б-классе, и сразу же у нас погоня.
Это очень нехорошо. Это очень нехорошо. Но вроде бы только такой слабый, так скажем, коп. Опа-на. Заехали кому-то в домик. Вроде такой, знаете, слабоватый коп More zone, первого more уровня. risk, more Поэтому я reward. думаю, и он один. Это очень хорошо. Поэтому мы можем еще спокойно ехать. Да, там были деньги, но пока я их собирать не буду, потому что нам надо, главное, сейчас сменить тачку на А+. То есть на А-класс, как я говорил ранее. О, у нас уже фиг левел 2. То есть уровень погони... То есть уровень погони 2. Что могу сказать про, так сказать, выход роликов? Они будут выходить, ну, как вот, может, иногда, когда как, так скажем. Когда раз в месяц, когда раз в 2 месяца. Как, мы стараемся выпускать ролики как можно чаще, но иногда у нас не получается это сделать. Он нас решил арестовать, пока мы тут тачку забираем. Не тут-то было. Вот, да, он не смог этого сделать. Стоп, а что там стоит много такси? Это у нас, получается, вот, тут можно забрать много всего, но это надо для этого заплатить 100 тысяч долларов, либо же взять мотоцикл в аренду, и тогда мы можем протиснуться там в ворота. Вот, наконец-то! Мы сейчас можем выполнить даже, может быть, первую цель. У нас... Ой-ой-ой. У нас появился мотоцикл. Вон, я его вижу на карте. Но с нами играют такие шуры игроки. Главное, чтобы пока мы едем до мотоцикла, они его не забрали раньше нас. Потому что мы обычно, когда играем вне съемки роликов, мы еще ни разу не забирали мотоцикл в аренду. Да и вообще, за все время, ну, я вижу, что какой-то там шустрый игрок поехал и забрал этот мотоцикл. Да уж, не очень хорошая ситуация. Да. И погоня тут чуть-чуть. Он нас решил арестовать. О, зато едет у нас Racer X. И, то есть, Racer X вызывает, и у нас грузовик. Так, отстаньте копы. Такие мешающие. Этих копов много. Они хоть и тупые, эти копы, но их много. Вот, смотрите. Написано коп taken down. На самом деле он, то есть коп выключен. А на самом деле он просто врезался в машину. А я по инерции в копа врезался. Произошла крупная... Ой, авария. Так, для грузовика нам... до грузовика нам ехать 1800 метров. Ну, вполне еще есть 2 минуты. Я думаю, можно успеть, потому что расстояние снижается. Конечно, если там будут повороты и извороты... О, все, эскейпим. Ушли от погони. Уже даже менее 1000 метров до грузовика. Вот, ну, как бы... если мы сейчас этот грузовик сразу же на него успеем, на этот эвакуационный грузовик, тогда мы выполним нашу первую цель. Успеть на первый эвакуационный грузовик. Он едет вот там. И вот нам надо его... О, у нас в это время погоня началась. Да, у нас не очень много нитра. Но мы попробуем вот так успеть. Так, клейминг трак. Ай, пожалуйста. Знаете, вот обычно боты едут идеально ровно. Но этот грузовик, это по сути тот же самый бот, просто, ну, типа, это эвакуационный грузовик, но он едет так криво. Он едет очень криво, ну вот просто посмотрите. Даже я так криво не езжу. Ну, как бы, видите, как он
виляет с полосы на полосу. Ну, хоть в Кушали не заезжает. Так бы, ну, вообще. Не знаю, что бы было. Так, трак. И экстракт. И все, друзья, мы успели на этот грузовик. Итак, мы выполнили нашу первую цель. Успели на эвакуационный грузовик. Осталось выполнить всего 2 цели. Так, мы заработали вполне нормально денег, получили XP. И у нас здесь написано: осторожно, если вы проиграете, вы, ну, начнете сначала, скажем так. Вот. Ну, что? Вот нам дали 200 XP за кубов, дали Crown Victoria, наверное, мы выполнили челлендж, чтобы нам его, так сказать, можно было купить. Нажимаем снова локдаун, Find Game. И у нас есть там какие-то свои задания, но мы будем выполнять наши цели. Ну, может, попутно это и выполним, так сказать. Так, что-то у нас, они пишут, создаем команды, оп, и они создались. Знаете, это так все случайно. Иногда у нас только один человек играет с нами в команде, а иногда они так быстро находятся и 2 сразу. Так, с А-классом, что могу сказать? Здесь придется ехать на Ford Crown Victoria, потому что он по характеристикам здесь самый лучший. Вот с А+ классом будет немного трудностей, потому что у нас, по-моему, А+ тачек нет. Придется ехать на А-классе. Вот. Ну, как бы там кто-то выбирает Skyliner, Skyline, GTR кто-то выбрал. А, вот теперь BRZ-ку или что это, насколько я понимаю. Вот. Ну, что, теперь нам придется ждать, пока это, так скажем, пока они выберут тачку. Вот. Что могу сказать? На самом деле, в локдауне, ну, вот эти 2 цели, в чем заключается цель дойти до S+ класса? Это не значит, так сказать, завершить локдаун. Мы просто проходим, так, ну, повышаем до конца рейтинг наш, до S+ класса. Я до этого проходил до S+ класса полностью локдаун, и ничего нет, никакой касцены. Это очень жалко, ведь можно было разработчикам добавить, что если ты доходишь до S+ класса, какую-то касцену, типа с рейсером X или что-то, или эвакуационный грузовик. Знаете, мне что напоминает этот эвакуационный грузовик? Как, по-моему, это было в фильме «Тачки». Там в Уолне Маквина был грузовик. Вот этот вот, такой грузовик. И мне вот эта вот концепция с эвакуационным грузовиком очень напомнила как раз-таки вот этот фильм. Вот. Ну, если я не путаю, то у него вот был, типа, тоже грузовик такой вот. Конечно, не эвакуационный, но такой вот. Еще я немного расскажу про саму концепцию локдаун. Что это вообще значит? Это такая игра многопользовательская, где мы ездим, собираем деньги, попутно уходим от копов там, и что мы и выполняем попутно задания, вот, которые нам даются, либо же ставим свои цели. И мы должны успевать ехать на эвакуационные грузовики. Когда мы заезжаем в эвакуационный грузовик, ну как бы нас, когда мы заезжаем к эвакуационному грузовику, нас просто телепортируют в гараж со всеми нашими собранными ресурсами, то есть деньгами. И там мы за одну очку повышаем класс тачек. То есть, допустим, сейчас у нас был Б-класс до этого, сейчас у нас уже А-класс. Вот. Такой был красивенький кружочек. Да. И у нас на все про все есть вот 28 минут, то есть 30 минут, полчаса. Если мы в эти полчаса не вкладываемся, у нас остается стоит таймер по нулям, и у нас высвечивается надпись «Последний грузовик».
мы заезжаем на последний эвакуационный грузовик. Если мы его не хватаем, то есть, ну, не успеваем на этот грузовик, мы проигрываем. Также, какие еще существуют варианты проигрыша? Это, если нас арестуют, тогда мы тоже проигрываем. И еще один вариант проигрыша. Это если мы разобьемся, к нам может подъехать какой-нибудь игрок и нас починить. Там подъедет, ну, и условно говоря, нас починит. Вот. А если нас, так сказать, не починят, а проигнорируют, тогда мы просто проигрываем. Вот. Ну и теряем все деньги и начинаем с бэк-класса, что я имел в виду проиграть. Еще у нас есть, так скажем, плюшечки разные. Это вот эти вот оранжевые такие обозначения на карте. Вот сейчас я как раз таки поеду и один такой возьму. Если они, ну, и там каждый из них имеет какое-то предназначение. Допустим, если я не ошибаюсь, недавно я читал ИПМ. Это если вот навести как-нибудь на какую-нибудь цель его, можно, допустим, ликвидировать копа или как бы машину какую-то или игрока. Вот. Но мы сейчас, собственно, протестируем, если вдруг у нас будет погоня. Вот. Ну, на самом деле, в них можно очень легко запутаться, потому что есть ИПМ и так далее. Они все одинаковые, и вот если вы начинающий игрок, вы легко запутаетесь. Да даже я в них запутаюсь. Вот. Поэтому на самом деле не очень удобно. Вот. Но заодно сейчас на практике вот проверим, как это работает. Вот этот ИПМ. Насколько я понимаю, грузовик ездит в радиусе минут 5-6. Вот я, допустим, в один раз замерял, он приехал на минуту где-то 24 с чем-то. То есть где-то 5 минут от начала. Вот. То есть, ну, как бы, да. Можно успеть на первый грузовик. На первый грузовик, конечно, тяжеловато, потому что не всегда хватает сил, но это как повезет, какая будет ситуация, насколько он будет далеко, будет ли погоня. Вот. Поэтому это чисто зависит от случая. Здесь, да. И если вы новичок в локдауне, то есть никогда не играли в этот режим, то для этого у вас есть я вам все объясню и разъясню, что как делать. Вот. Смотрите, если вы полностью пройдете локдаун, как я уже говорил, ничего не будет. Но еще я могу подметить про этот грузовик, который мы арендуем. Когда мы его арендуем, то есть не грузовик, а мотоцикл. Когда мы арендуем мотоцикл, он у нас арендуется только в локдауне. Если мы этот мотоцикл вывезем на эвакуационном грузовике, тогда мы его можем использовать в локдаун еще 24 часа. Но, если вы захотите вдруг его использовать в обычной, то есть в обычной игре, то есть Free Ride, Free Room, или в онлайне, или в синглплеере, вы его не сможете использовать нигде за рамками локдауна. Но есть такие, в онлайне есть гонки, где вы можете... Вот. Я сейчас использовал EPN. Как будто он... О, EPN типа пропущен. Значит, я не попал. Вот. Ну и... есть гонки с этим мотоциклом, там он тоже используется. Вот. Но, как бы, к сожалению, в онлайне его нельзя использовать. Но на самом деле это очень грустно, ведь разработчикам можно бы было
добавить функции, ну, то есть, допустим, пройти локдаун до S++, ну, либо выполнить какой-нибудь челлендж, чтобы его получить в игре в одиночной игре. Вот. Ну, как бы, хочу подметить, что сейчас Need for Speed Unbound поддерживают 10 разработчиков, вот, и обновлений от Need for Speed Unbound ждать как бы нет смысла, потому что все, это обновление, которое недавно было, то бишь это как раз таки был локдаун, оно было последним. Ну, все, больше обновлений не будет. Немного людям не зашел Need for Speed Unbound, он не окупился, из-за этого сейчас так мало разработчиков, из-за этого не выходят обновления. И что-то когда-то они прощупывали, чтобы выпустить новый Need for Speed, но что-то как-то, по-моему, это все уже закрыто. Вот. Но кто его знает, может фанаты захотят, скажем так, возродить легенду и все вернуть на свои места и поддержать разработчиков в том, чтобы выпустить новую версию, то бишь новую игру. Вот, на самом деле, мой игровой путь во всех гоночных играх, да и вообще в консольных играх, начался с Need for Speed Shift на PlayStation 3. На PlayStation 3 ну, я, Паша и Саша играли в Need for Speed Shift. Вот. И он для меня, Паша, казался очень интересным, потому что до этого я просто на iPad, на айфоне играл в какие-то гоночные игры. Естественно, это было не то по сравнению с тем, что было на PS3 Need for Speed Shift. Вот. Но после Unbound я в него садился и играл, и это, по-моему, было уже совсем какая-то фигня. Ну, как бы все познается в сравнении, естественно. Вот. Но все, трак lost. Просто исчез. Начался общий резюме из-за того, что он как-то там криво поехал. Вот. Ну и, в общем, я играл в Need for Speed Shift. Особо я там не развивался, но, как бы, это было интересно. Потом, дальше я начал играть на PS5 Need for Speed Unbound. Там попутно я начал немножечко поиграть в Майнкрафт, прощупывать Гран-туризму, вот. Но меня очень интересовала Forza Horizon 5. Потому что, естественно, я очень фанател от Need for Speed Unbound. Это была моя любимая игра. Мне очень нравился сюжет в синглплеере. Вот. Мне вообще нравилась очень сильная игра. Несмотря на ее сложность, несмотря на ее хейт от всех людей, ну, от многих людей, мне игра очень нравилась. Вот, потому что, ну, как бы, это очень классная игра, все-таки, несмотря ни на что. Потому что вот это вот интересности добавляют даже копы, которые многих бесит. Вот. Но я все равно, как бы я не любил Unbound, мне хотелось чего-нибудь нового, когда я в него люто наигрался. Поэтому меня очень заинтересовала Forza. И вот тогда у меня продолжался мой путь игровой на Xbox. На Xbox я тогда уже начал играть в Forza Horizon 5. Ну, знаете, я в нее немного поиграл, потому что многие говорят, это лучшая игра. И что ты ее так, типа, обзываешь? Это же лучшая игра. Лучше там все за последние 10 лет. Лучше Андалес класс. Вот это вот. Там это лучшая игра. Там это лучшая игра за последние 10 лет. И что там тебе так не нравится? Она самая лучшая. Что я могу на это ответить? Да, игра идеальна. Я не могу ничего против этого сказать. Там есть много режимов. Там есть DLS Hot Wheels, которая мне самому очень нравится. Вот. Но, знаете что?
Во-первых, меня сначала очень выбешивало управление. Да, многие говорят, что это самое лучшее управление за 10 лет. Пожалуйста, не осуждайте меня насчет этого в комментариях, насчет того, что я ругаю управление Форзы. Это мое личное мнение. И как-то, если вам нравится, я это, естественно, поддерживаю. У каждого свой вкус. Но что могу сказать про Форзу управления? Да, хорошо. Вы скажете, можно подкрутить настроечки, и все будет идеально, и всем будет нравиться. Можно покрутить ее в держак, и чтобы не было никакого чертова дрифта. Но, это, понимаете, в Unbound я купил тачку, сел и поехал. И она сразу идеально управляется с момента покупки. А в Форзе я долго должен искать, какие именно настройки мне подойдут. Ну и то, у меня там буквально в единицах случаев получалось настраивать тачку идеально, чтобы был умеренный дрифт. Ну вот. Вот. Ну, как бы это мне и не нравилось. Ну хорошо, упустим даже управление. Но сама игра получалась немножечко скучновато. Из-за того, что там, ну, ничего кроме однообразных гонок, да, есть какие-то королевские битвы. Но знаете, чисто она мне не понравилась. Ну, в смысле, немножечко скучноватая, из-за того, что... Ой, тракнулась. Вот, из-за того, что она, само собой... Из-за того, что... О, у нас появился мотоцикл. Не грузовик, так мотоцикл. Поехали к мотоциклу. Вот он. Вот. Сама игра немного скучноватая. Да, большая карта, да, много возможностей. Но мне, знаете, не зашла Форза. Вот. Если вам зашла, пишите об этом в комментариях. Я все комментарии смотрю, лайкаю. Поэтому... как бы это все я поддерживаю. Если вам нравится Форза, тогда я не против. Я просто, как бы, у меня такое мнение. Вот. Потом я начал играть в The Crew Motorfest. И что я вам могу сказать? Если вы еще вот сомневаетесь насчет какой-то покупки игры и не знаете, что купить: Форзу, The Crew, Need for Speed, тогда я вам скажу честно, золотая середина — это The Crew Motorfest. Потому что она не такая скучная, как Форза, там более широкий спектр возможностей, гонки, каждая гонка новая машина. Ну, то есть это очень интересно. Вот, потому что, ну, вы сами понимаете, если каждая гонка — это новая машина, вам рассказывают о этой машине, есть поддержка русских субтитров, и вам спокойненько все разъясняют. Вот. Я слушал, ну, да, я обычно... Вот, там мотоцикл стоит. Так. Так. А, это не мотоцикл уже. Это не мотоцикл. Это тачка. Его уже забрали. Что ж мы этот мотоцикл не можем никак найти? Так, как бы нам не разбиться сейчас еще. Да, и про The Crew Motorfest что могу сказать? Это золотая середина, и тем более, да, рассказывают про тачки, да, я хоть не особо любитель слушать про разные там тачки, какие-то истории, как она создавалась. Но знаете, во время гонки, пока едешь, почитать пару интересных фактов тоже очень интересно. Вот. На самом деле, я в The Crew Motorfest долго играл, старался выжить все из этой игры, пройти все плейлисты, но как бы я прошел, но зато на эту игру все время вылазят какие-то обновления. Даже у нас есть видео про одно из обновлений The Crew Motorfest, поэтому вы никогда не останетесь без обновлений. Конечно же, игру перестанут в какой-то момент обновлять, но пока что она поддерживает все новые и новые обновления.
Вот. Что еще могу сказать? Какие еще игры я играю? Есть такая прекрасная игра The Crew 2. Устарелая графика. Сама игра устарела. Но просто там карта офигеть какая огромная. Вы можете все исследовать. Карта, начиная от Чикаго, заканчивая Сан-Франциско. То есть если просто, ну то есть там Америка, если в Unbound у нас только вот город Чикаго, его горы, то в The Crew 2 там пол Америки. Это очень интересно. Тут больше не как гонки, больше как исследование карты. Ну и, естественно, о, у нас другой чувак за нас получил этот грузовик, мы просто нажали кнопочку. Вот. Ну, как бы The Crew 2 можно поиграться немножко. И последнее, что я вам скажу про гонки, это Forza Horizon 6. Я в нее только один раз поиграл, все, у меня руки не доходят до нее. Вот, поэтому как-то так. Что, мы опять получили по спидпассу Level Up, у нас какие-то там достижения. Вот, опять заходим в локдаун, чтобы, собственно, выполнить наши две цели. Вот. Надо как бы выполнять цель с мотоциклом. Потому что, мне кажется, она очень сложная для меня из-за того, что там его кто-то все время раньше меня берет, и надо угадать в тот момент, когда он появится, потому что он появляется не сразу. И как-то, знаете, это вполне трудновато. Вот. Но как бы мы постараемся это сделать. И сейчас предстоит выбор, что же у нас выбирается в классе. Ну как вам я уже и говорил, А плюс класса у меня нет. Только S и S+. Придется брать тот же самый Fire Lady. Ну, знаете, тачка очень даже и пригодная. Да. Так, что еще могу рассказать? Какое можно сказать обоснование за 2 года на существование на YouTube? Мы набрали 26 тысяч подписчиков. Do I seriously need to spell it out? Sweet rides, cash, hell, even some bikes out there, all up for grabs. Go get some, then get out. Если что, когда я молчу на вступлении, это чтобы голос не накладывался, потому что часто, когда я говорю во время того, как он говорил, вступление говорил, это очень криво звучало, поэтому я лучше промолчу. В общем, за 22 года мы набрали 26 тысяч подписчиков. Спасибо всем, кто подписывался на наш канал, ставил лайки, писал комментарии. Мой рекорд по просмотрам, ну, вернее, наш рекорд даже с Сашей и Гошей, хоть мы все время кто-то один из нас снимал ролики, но наш рекорд по комментариям это 41 комментарий. Спасибо большое всем, кто писал комментарии под роликом. Дальше, что я могу сказать? Насчет рекорда по лайкам, ну, они везде в основном, ну, в одинаковой норме, но есть рекорд по просмотрам 4000. Вот, всем большое спасибо за поддержку нашего канала. Вот, ну, как бы, ставьте лайки и на это видео, пишите, что вы думаете о этом ролике в комментариях, вот, вам не сложно, мне приятно. Вот, ну, как бы подписывайтесь, если мы добьем 30 тысяч подписчиков, это будет очень хорошо, потому что, ну, у нас пока 26, а если будет 30 тысяч, я буду очень рад. В общем, что сейчас наблюдается, что пока мотоцикла нет. Мотоцикл появляется, когда, наверное, у нас второй уровень погони или что-то типа того. Итак.
У нас пока 0 долларов, надо деньги собирать, потому что у всех уже там по 20 тысяч, а у нас еще нет ничего. Опа, опа. Вот там я вижу деньги. I'm bringing a little Rockport racing into the lake. You want in? Да, и если вы хотите спросить, где у нас есть наш канал. Наш канал есть, на YouTube, вы, скорее всего, оттуда сейчас это видео и смотрите. Также точно, и мы пытались воссоздать наш канал на Рутубе. Но мы один раз перенесли туда все ролики, и, к сожалению, новых роликов там нет. Только вот более или менее старое. И как бы это автоматически было перенесено Рутубом. Но знаете что? Случились некоторые баги. На некоторых шортсах мы делали перевод наших шортсов с помощью звуковой дорожки. Да, кто не знал, в YouTube есть такая функция аудиодорожка. Это функция, вы либо же это автодубляж, либо же вы вручную добавляете дорожку на один и тот же шортс. Допустим, один и тот же шортс вы можете посмотреть на английском и на русском. При этом, один и тот же. У меня это не разные шортсы, а один и тот же шортс. Либо вы это можете менять через настройки, либо же автоматически это меняется в зависимости от вашего региона. Не региона, а языка. И произошел такой баг на Рутубе, что Рутуб, когда переносил мои ролики, он наш самый первый ролик перенес на английском. Хотя изначально он был записан на русском. Просто у меня стояла аудиодорожка английская, я слушал, как это все звучало. И вот произошли такие баги. Вы, конечно, можете посмотреть наш канал на Ютубе. Забейте просто Гуси Паша Саша Гоша. Либо же я прикреплю ссылочку на наш канал на Ютубе в описании. Еще мы, конечно, пытались создать наш канал. Мы, конечно, пытались создать наш канал на ВК-видео еще, потому что это более, мне кажется, популярная сейчас среди всех платформа. Но, мы еще туда ни одного видео не выложили, из-за того, что нет функции автопереноса всех видео. Но еще мы хотели создать телеграм-канал, но пока что у нас не было идей, что туда выкладывать. Если у вас появятся идеи, что нам выкладывать в телеграм-канале, или будут какие-то пожелания, там, допустим, фотосессия с гусями, или что-то такое, пишите об этом в комментариях. И пишите, будут ли у вас пожелания перенести на какую-то платформу. Допустим, кто-то хочет, чтобы мы создали свой канал, не знаю, в WhatsApp. То есть, как вы хотите. И что вы там делаете? Допустим, вы мне пишете, Паша или Саша, не все каналы смотрят. У меня не работает, у меня плохо работает YouTube. Можешь, пожалуйста, дублировать видео в, не знаю, в WhatsApp, в Telegram. То есть, какие у вас будут пожелания по дублированию видео, мы постараемся все это реализовать. Пишите в комментариях. У нас есть еще вот такая вот синенькая зона локдаун, и вот в ней по-любому начинается погоня. То есть сейчас началась погоня. О, подождите. А там мотоцикл. Стоит. Значит, так. Мне кажется, что лучше мы сейчас поедем на грузовик, потому что мы так от него близко. Если бы он был подальше, грузовик, там 2000 метров или что-то типа того, тогда бы я, наверное, поехал за мотоциклом. Но что-то как-то он близко. Я думаю, сейчас лучше в грузовике, так сказать, поехать, а потом уже
А в S-классе или в S+, уже схватить наш тот самый мотоцикл. Так, что, едем пока в притирочку. Да, очень странно, кстати, реально, что как раз я что и говорил, у этого грузовика. Nothing beats that feeling of getting away with it, huh? Итак, вот мы уже дошли до S-класса. Нам надо по-любому забирать мотоцикл, чтобы пройти все 3 цели. Итак, у нас повышение... О, намного каких-то Press тюнингов the A дали. button to go to the lobby. Chat is enabled when Так, you are in a lockdown. party. Press the Find right game. stick button to form a party. Ну, в S-классе у нас как раз таки тачки есть, в отличие от А+ класса. Вот. В S+ классе у нас еще больше тачек. У нас есть Кунташ. Кунташ моя одна из самых любимых тачек. Вот. Но как бы так. Итак, Find Game. Нашелся у нас один игрок. Возможно, там еще один подключится. Как помните, в прошлые, ну, когда только Б-класс был. Когда отображался один игрок, а подключилось несколько. Итак, S-класс. Что же выбрать? Астон Мартин или Mitsubishi Склип? Склип. Но я бы, конечно, выбрал Астон Мартин, потому что как бы звучит, так сказать, солидней, но как бы нам приходится выбрать Eclipse или Склип, потому что он лучше по характеристикам. Ага, с нами Гольф. Но почему-то у него S+ класс. Сейчас, наверное, его заставят сменить тачку. Да, вы можете спросить, почему у нас все тут так не развито, почему у нас тут всего лишь 11-й геймпасс. Ой, ну, то есть не геймпасс, а как он там называется? Show me what you got. I got no time for losers. Да, то есть не геймпасс, а вот этот, ну, спидпасс, да. Почему у нас только 11-й спидпасс, почему у нас так мало тачек. Объясняю почему. Потому что предыдущие ролики мы снимали на PlayStation. Там как раз таки у нас было все развито. Потому что мы покупали много DLS, то бишь дополнений. Вот, из-за этого у нас были тачки. Да и вообще я там побольше играл. Вот. А здесь я только недавно играю на Xbox. Поэтому у нас тут так все не развито. Вот. Да, и я все не знаю, снимать ли прохождение на Need for Speed Unbound. Пишите в комментариях, снять ли мне прохождение на Need for Speed Unbound. Потому что я все хочу, но потом думаю, ну как бы сейчас время ли для съемки прохождения на Need for Speed Unbound. Поэтому пишите об этом в комментариях. Потому что сам я проходил Need for Speed Unbound, я проходил Need for Speed Unbound, но из-за того, что мы покупали DLS, мне практически не приходилось покупать в сюжетке тачки. Поэтому прохождение удалось полегче. А если вы напишите, что мне надо будет пройти Need for Speed Unbound, мы как бы запишем шорс, может быть, на эту тему и решим, снимать ли. Примем окончательное решение.
Итак, у нас погоня. Ни грузовика, ничего пока нет. Я думаю, сейчас в С-классе мы вообще не будем гнаться за грузовиком. Может, даже поедем на последнем грузовике. Наша главная задача сейчас это If you're looking to забрать prove мотоцикл, yourself, потому this is что the best place for it. на грузовик And I'll be это watching. полбеды. Вот мотоцикл забрать, это бы желательно было. Так, нам что-то там в чат пишут. Nice ride. Ну, давайте напишем. Вот. Ну, типа... Nice ride. Okay, you know the drill. Классно. Zone is increased, more chance to get busted. Ну и привет. Да, опять же, напоминаю, follow me, и опять же, если вы попали в этот ролик, то есть вы один из участников локдауна, если ваш ник или просто вы со мной случайно или даже специально попали в этот ролик, тогда дайте знать мне об этом в комментариях. Да, это просто, так сказать, гениально. Приехать на заправку, чтобы починить машину и ее там же и разбить. Вот. Также пишите в комментариях, какие ролики вы хотите вообще видеть. Может мне снять вторую часть про гоночные игры на iPad, либо же разобрать какую-то игру поподробнее. Потому что на самом деле выбор гоночных... Ну, потому что я когда-то снимал, конечно, гоночные игры на iPad. Но на самом деле выбор гоночных игр на iPad это очень дело сложное, потому что даже в Google Play я просто, как бы, так сказать, быстрого доступа к Android не смогу вам сделать. Но про iOS могу вам снять. Вот. А также точно многие из этих игр доступны и на Google Play. Допустим, я в прошлом году снимал ролики про гоночные игры на iPad. И там были две игры. Это Need for Speed, получается, Need for Speed No Limits. И там была Car Driving Simulator. Они недоступны кроме iOS и в Google Play. Да, я проверял, они были доступны в Google Play. Вот. Но, в общем, почему и вообще выходили у меня ролики такого типа? Потому что на самом деле это очень сложная схема подобрать гоночную игру в магазине приложений на мобильных устройствах. Потому что, да, это все легко сделать на, ну, как бы на консолях, на компьютерах, и то не совсем легко. Но вот на мобильных устройствах это сделать прямо тяжело. Потому что если взять и скачать любую случайную... Если скачать прям любую случайную и левую игру, то вы, скорее всего, не сможете ей насладиться. Я разбился. Чё? Я арестован. Мне надо начать Б-класса. Ну, в общем, друзья, цель дойти до S+ класса не выполнена. Вот это все, к сожалению, произошло. Мы просто так вот глупо разбились. Но мы все равно, у нас будет еще возможность дойти до, ну, то есть забрать мотоцикл. То есть мы еще попробуем забрать мотоцикл. Да, мы уже не будем снова доходить до S+ класса, потому что тогда ролик получится очень долгий, и я думаю, вы его не будете смотреть, если я еще раз все буду делать сначала. Поэтому у нас есть еще, так сказать, я выделю одну попытку, чтобы вас не мучить долгим контентом, сделать как бы
попробовать найти грузовик. Ой, то есть мотоцикл. Начинаем мы с Б-класса. Здесь мы выбираем тачку, вот этот Мерседес. Вот. Но вот видите, это самое обидное, когда вы достигли многого в локдаун, и тут вдруг вы очень, так сказать, глупо врезаетесь и заканчиваете все и начинаете сначала. Тем более, как в моем случае, я дошел аж до С-класса. Вот. Ну, как бы, хоть цель не выполнена, но, как я говорил ранее, если мы бы дошли до S+-класса, ничего бы не изменилось. Вот. Но мы хотя бы дошли до S-класса, поэтому цель выполнена на 70%, так скажем. Вот. Но все равно это не S+-класс, поэтому мы ее отметим как невыполненную. Но ничего с этим не поделаешь. Итак, у нас еще остается одна попытка, чтобы забрать мотоцикл. Ну и как бы в эвакуационный грузовик доехать. I hope you're ready for a fight. It's your crew versus everyone else. Every cop, racer, and degenerate in this city. Sounds like fun, right? Так, я понимаю, что гелик это полная фигня в спиде, поэтому мы сейчас просто погоним и заберем тачку А-класса. Вот, да, мы никогда не начинали с того, чтобы сразу ехать и забирать тачку, мы ее забирали попутно, но в этот раз мы начнем именно с этого. Но я вижу, что тот чувак тоже стремится ее забрать. Но я надеюсь, он не сможет это сделать. Может, мне вот так скоротать? Да нифига. Как только хуже стало. Тише едешь, дальше будешь. Ничего не могу сказать. Так, ну у нас еще есть варианты. Вот, А-класс тачка. Да, я, конечно, очень надеюсь, что мы сможем найти, собственно говоря, мотоцикл, но ничего не обещаю. Этот ролик будет длиться максимально час, из-за того, что ограничение на Xbox по съемке на флешку это час. Если мы попробуем снять больше, чем час ролик, у нас просто вырубится. И вообще там снимать 2 минуты на Xbox съемки, но через флешку можно снять больше. Наш ролик уже длится 50 минут, поэтому мы можем ничего не успеть перед тем, как у нас... Что? Написано, что какой-то там игрок едет ко мне. Ну, типа он просто... Написано Road on you. То есть типа он едет. Нафига. Ну окей. Пока что мы просто ждем момента появления мотоцикла. Так, что-то там он говорит на радио. Но... Да. Я только что посмотрел на время, сколько мы записываем ролик, и у нас ровно 6 минут 30 секунд на то, чтобы забрать мотоцикл. Мне кажется, за это время он сам в игре не появится. Ну, как бы, будем надеяться на лучшее. Итак, там стоял у нас... там опять написано, что он едет ко мне. Хоть там огород. Нафига. Может, случайно?
chance to get busted. Он говорит, больше шансов быть арестованным, ну, то есть задержанным. Немножечко заберем вот этих приколов. Вот. И очень надеемся на то, что мы успеем. Итак, время съемки ровно еще 5 минут. Грузовик должен появиться где-то через минуту, может, 2. Вот. Поэтому шансы на... Ой, серьезно настроен. Поэтому шансы на то, что мы победим этот челлендж, очень малы. Видите, как он пролагивает? Доигрался. Итак, на часах локдауна 25:05. Грузовик, по моим подсчетам, должен появиться через минуточку где-то. Вот. Но это по самым лучшим меркам. Время у I've нас just opened up a записи lockup, but осталось you'll need a еще bike to get in. 4 минуты. И все. И у нас запись остановится. Да, мы, конечно, можем остановить запись, но ее потом продолжить. Но, знаете, это все будет слишком долго. И я думаю, что вам этого не будет интересно. Если вам понравился такой формат ролика, то пишите об этом в комментариях, и мы сделаем вторую часть, где мы постараемся до конца выполнить все челленджи. То есть челлендж дойти до S+ класса уже не выполнен, поэтому если вы напишите нам в комментариях, мы сделаем вторую часть. А, у нас появился мотоцикл. Черт возьми, он далеко. Блин. Едем срочно. У нас остается всего лишь 3 минуты. Если мы за 3 минуты успеем забрать этот... Так, вообще пофиг на тот грузовик. Надеюсь, сейчас все игроки... Вот тут развязка, смотрите. Надеюсь, сейчас все игроки поедут к этому... Ай, блин, какой тут неприятно, неудобно. Надеюсь, сейчас все игроки поедут на этот грузовик. И мы спокойно сможем забрать наш мотоцикл. Мы едем. А его еще у нас нет. Нет, блин, его уже забрали. В общем, я думаю, смысла продолжать. Нажмем кнопочку Leave Game. И будем заканчивать этот ролик. Quit. Что-то не получилось. Ну, в общем, что могу сказать? В таком вот длинным и, надеюсь, интересным для вас получился вот этот ролик. Если вы хотите вторую часть, где мы постараемся выполнить еще оставшиеся 2 челленджа, пишите об этом в комментариях. С вас лайк и подписка. С вами был Гуси Паша Гоша. Гуси Паша Саша Гоша. В частности, я Паша. И всем пока-пока.